Всем привет, ребятки! Сегодня будет небольшой ролик, а конкретно мне попался на Upwork вот такая вот задача, где нужно сделать анимацию якобы набора текста, а потом удаление его. Тут видно, что у нас есть какой-то текст, который анимируется с курсором, который появляется и исчезает с анимацией Blinking, и анимацией удаления этого текста. Получилось у меня это вот таким образом. То есть вот такая вот эта анимация имеется в виду. Мы видим тут и курсор, и удаление, и появление текста. Этим мы с вами, в принципе, сегодня и займемся. Для этого я подготовил, тут пусто, подготовил вот такой вот индекс HTML. Я сюда просто через CDN подкинул Tailwind CSS. Хотя этого можно было не делать. Тут просто базовая настройка. Если я сейчас убрал весь код, вот у нас имеется такой текст I'm a, и дальше мы будем делать анимацию. И здесь отступы просто слева и сверху. Здесь мы увеличили размер текста через Tailwind, а интересует нас всего лишь вот этот вот span с классом Animated Text. Именно в нем мы и будем делать ту анимацию, которую мы только что видели. И для этого мы с вами идем в стиле. Но прежде чем идти в стиле, давайте еще раз, смотрите. Здесь вам не важно понимание Tailwind CSS. Ничего вам не нужно. Вы можете просто ставить вот так вот один спан и работать. Это то же самое будет работать весь код, который мы с вами напишем дальше. Я просто это добавил для более такого визуального эффекта, скажем так. То есть это никакой нагрузки не несет. Только важный вот этот вот элемент. Окей, теперь идем в стиле. И давайте мы это сразу скопируем, этот класс. И мы в стилях сделаем следующее. Мы добавим какой-нибудь цвет, чтобы он отличался. Я выбрал вот такой. 1E4 0AF. Это синий вот такой. Дальше нам нужно, вот эта вот анимация, которая была якобы курсора, мы ее будем делать через border. Поэтому мы говорим, что border right. Right. У нас будет, поскольку шрифт у нас большой, я делаю 5 пикселей шириной этот border. Solid. И сделаем его черным. Окей, дальше нам нужно делать паддинг. Паддинг right. Здесь тоже мы указываем то количество пикселей, на котором мы хотим, чтобы эта анимация курсора была вдалеке от текста. Поскольку шрифт большой, я тоже укажу 20 пикселей. Дальше я сделаю font weight bold. Давайте посмотрим. Вот у нас появился курсор. Отлично. Дальше нам нужно его теперь анимировать. Для этого мы создадим две анимации. Одну именно для курсора, и вторую мы создадим анимацию для появления текста внутри этого блока. То есть для одного элемента у нас будет две CSS анимации. Поэтому мы сделаем, что keyframes. Первый у нас будет называться typing. Вот так. А второй keyframe будет называться у нас blinking. Вот так. И в blinking это будет анимация курсора. Мы тут будем делать from to. И мы скажем, что border color у нас будет прозрачный. А когда мы будем по середине этой анимации, то есть когда это показатель достигнет 50% этой анимации, мы этот курсор просто покажем. Мы скажем, что border color и укажем черный. То есть что мы тут делаем? Еще раз. У нас анимация идет from to, то есть от прозрачной границы до прозрачной границы. Но на моменте, когда у нас будет 50%, то есть на середине действия анимации, мы просто покажем этот курсор. То есть таким образом мы покажем вот эти блики, как оно появляется. Конечно же, сейчас это ничего не сработает, но если мы скажем, что animation, и мы скажем, что blink, и давайте где-нибудь 0,75 секунды, и скажем, что он будет infinite, то есть бесконечный. Сохраняем, смотрим. Мы видим вот такой вот эффект. В принципе, мы уже добились того, чего хотели. Но мне не нравится то, что у нас эта полупрозрачность идет с таким, как она называется, с transition. Да? То есть есть некий transition. Чтобы его убрать, чтобы у нас просто всегда был черный курсор и без какой-то вот такой анимации, мы можем добавить сюда эффект, допустим, step end или step start. Сохраняем, возвращаемся, и мы видим, что он теперь вот эта вот полупрозрачность исчезает. То есть вот это opacity момент исчезает, и теперь у нас есть анимация этого текста. Отлично. Ой, не текста, а курсора.
Отлично. Теперь нам осталось сделать сюда же анимацию набора текста. Здесь маленькая подготовочка будет. То есть в анимации typing мы скажем, что from width 0 и to у нас будет width 100%. Сохраняем. И мы также эту анимацию добавим вот к этому элементу. То есть через запятую. Давайте мы это вырежем. Я хочу, чтобы это было после. Мы скажем, что здесь анимация будет typing. И пускай 3 секунды. Только запятую вот тут. И дальше вторая анимация будет blinking. Ну и вы поняли. Все, пока что ничего не изменилось, потому что текста у нас там внутри нет. Дальше нам нужно переходить уже в JavaScript, потому что с стилями мы с вами закончили. То есть ничего сложного. Нужен только один элемент, остальное все неважно. То есть вот один элемент, мы его застилизовали, и теперь нам остается писать скрипты. Что у нас по скриптам? Во-первых, нам нужно определить, какие строчки, слова, что в общем у нас тут будет появляться. Поэтому я скажу, что пускай у нас будет константа текст с... Это будет массив, где у нас будет developer, у нас тут будет дизайнер и вот так вот ютубер. Сохраняем. Вот так. Окей. Дальше мы получим тот контейнер, который у нас с текстом. То есть вот этот элемент. Const text контейнер. Оп. Document. Query selector. И выбираем этот класс. Окей. Следующим нам нужно объявить индексы. Через let. Тут const уже не нужно, потому что мы будем его изменять. Поэтому здесь используем let. Мы говорим, что текст индекс равно 0. И char индекс равно 0. Char индекс. Что мы тут? Char. Вот так. Что мы тут получили? Текст индекс. Это понятно, что это для переключения текстов. То есть 0, 1, 2. А char индекс это будет индекс каждой буквы, каждого символа в том элементе, который мы с вами анимируем. Думаю, логика понятна. Следующее. Следующее нам нужно написать функцию уже. И мы скажем, что это будет, допустим, function type text. И вторую функцию, то есть тут мы будем... ладно, давайте так. Erase текст. То есть функция type text, то есть набора этого текста. И функция erase текст, то есть удаление этого текста, чтобы у нас анимация была в две стороны. Вперед, назад. Окей. Но вызывать мы будем только функцию type text. Конкретно вот так. Окей. Поехали с type text. Давайте мы их отделим вот так. Внутри функции type text мы получим конкретный текст. Скажем, что const text равно текст контейнер, не так, текст и по текст индекс. Вот так. То есть мы будем получать в переменную текст сначала вот это, потом вот это и потом вот это, а потом обратно. Вот это и вот это. То есть по кругу. И теперь там нам нужно вписывать значение. То есть вписывать сам текст, который у нас находится вот тут. Делается это очень просто. Мы берем этот контейнер. Мы берем текст-контейнер. И внутри через текст-контент помещаем текст, slice. Берем с первого элемента, да, который у нас есть. И говорим, что char индекс плюс-плюс. Вот так. То есть таким образом, что мы тут получаем? У нас есть определенный текст, да, тут будет лежать слово developer, дизайнер, ютубер. Мы получаем этот текст и мы начинаем его печатать. Мы начинаем его печатать по символу, начиная с нулевого. И будем печатать до тех пор, пока не закончится само слово. Но для этого нам нужно здесь какое-то условие, потому что так оно может печататься и не печататься. Вы сами понимаете. Нам нужно какое-то условие, чтобы мы понимали, сколько символов, допустим, находится в том или ином слове. И для этого мы делаем это условие. Если char index меньше или равно текст length, то в таком случае мы через set timeout будем вызывать функцию type
текст. И, допустим, мы укажем здесь 100. Второй вот этот показатель – это скорость набора текста. Допустим, мы можем указать здесь const текст или вот так вот type text speed равно 100, да, чтобы у нас не было каких-то непонятных символов. И мы делаем вот так. И, в принципе, это, наверное, должно уже частично работать. Давайте смотреть. Так, сейчас обновим. И вот у нас, в принципе, девелопер сработал. То есть, таким образом, мы уже убедились, что у нас, в принципе, что-то да и работает. Отлично. Двигаемся дальше. Но также нам здесь нужно, после того, вот мы напечатали сейчас это слово, нам нужно теперь его стереть и запустить всю эту историю заново. Для этого мы скажем, что в противном случае мы через setTimeout будем вызывать функцию erase текст, и сюда мы укажем какой-то показатель. Давайте это будет... Здесь будет пауза перед удалением текста. То есть мы вот так вот, мы приехали сюда, делаем какую-то паузу, и нам нужно удалять. Вот давайте теперь будет const pause равно... И давайте 1,5 секунды у нас будет пауза. И мы эту паузу сюда поместим. То есть задержку эту. Ну и дальше нам теперь нужно саму функцию, эту erase текст, которую мы будем тут вызывать, написать. Потому что у нас пока что пустая. Для этого мы повторяем, в принципе, те же самые движения. То есть нам нужно получить текст. Нам нужно получить те элементы, которые мы будем удалять. Только здесь, в случае, если мы писали текст, печатали, мы добавляли char index. Здесь мы его будем минусовать. То есть мы минусуем этот char index. Окей. И теперь нам нужно удалять текст до тех пор, пока вот этот индекс, где он индекс, char index, не станет нулем. То есть нам тут тоже нужна какая-то проверка. Поэтому мы говорим, что если char index меньше или равен, не меньше, больше или равен нулю, то в таком случае через setTimeout мы с вами будем какую-то функцию вызывать. А конкретно мы будем вызывать эту же функцию erase text. Здесь укажем 50. Что такое 50? Можем тоже также вынести. Вот так вот сделаем. Это будет const скорость удаления текста. То есть deleting text speed. Допустим, пускай будет вот так. И мы здесь вместо 50 укажем скорость удаления этого текста. А в противном случае, когда у нас... То есть тут мы убедились, что мы удалили весь текст. Окей. А когда мы его удалили, нам же нужно перезагрузить, допустим, выбрать уже новое слово и повторить эту операцию снова, снова и снова. Для этого мы теперь здесь говорим, что текст индекс, который у нас был, будет равняться текст индекс плюс 1, потому что у нас по умолчанию индекс 0. И дальше мы говорим, что с остатком отделения от текст length. Таким образом, мы будем получать здесь значение 0, 1, 2, 0, 1, 2, что в принципе будет совпадать 0, 1, 2. Да? То есть, чем больше элементов, конечно же, типа, это будет индекс, тут конечный индекс увеличиваться, но всегда он будет начинаться с нуля и идти до того элемента, который у нас есть. Окей, таким образом мы обновляем текст индекс. Также нам нужно теперь обновить char индекс. Просто мы говорим, что char индекс равен нулю. Здесь нам ничего сверхъестественного не нужно. И последнее, что нам осталось, это вызвать через set timeout снова функцию typeText. И сюда мы также указываем паузу, которая будет использоваться перед тем, как писать новый текст. В принципе, этого должно хватить, если я нигде не ошибся. И давайте проверять. У нас должно быть слово developer, дизайнер, ютубер. Оп. Давайте сейчас сразу обновляю страничку. Обновляем developer. Поехало. Дизайнер. Поехало. Ютубер.
И, конечно же, поехал обратно. Теперь должен быть снова developer. И у нас ничего не сработало, но я уже разобрался, в чем проблема. Мы тут берем текст length. Мы берем именно конкретного текста. А нам здесь нужно получать индекс массива. То есть текст с. Вот так. Теперь проверяем еще раз. Так, обновляем. Developer. Дальше должен быть дизайнер. Есть. Дальше должен быть ютубер. И дальше снова должен быть девелопер. Все, девелопер, дальше дизайнер, и так будет по кругу. То есть, в принципе, мы с задачей справились. И вот такой вот интересный, я думаю, был ролик. Если было интересно, все-таки я думаю, что да, но вы можете сказать свое мнение. А на этом данный ролик подходит к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.